Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале «Доступная реабилитация», и мы с вами продолжаем тему отвисшего плеча после парализации верхней конечности, после инсультов, любых неврологических заболеваний, которые привели к парезу верхней конечности. В прошлом видео мы разобрали анатомию данного процесса, разобрались, что и как происходит и какие мышцы в этом процессе участвуют. Если вы еще не смотрели первое видео, посмотрите, это нужно знать. Сегодня мы, как я и говорил, будем разбирать массаж. Причем массаж как ручной, так и аппаратный. Друзья, сразу хочу пояснить, что массаж, конечно же, это профессиональная процедура. Но любой, в принципе, человек простейшие массажные движения может выполнять. Помимо всего прочего, сейчас достаточное количество приспособлений, которые позволяют проводить массаж мышц. Вам достаточно только это приспособление включить и двигать по себе. Поэтому сегодня мы разберем, как лучше массировать область плеча, как расположить конечность и, собственно, я покажу, какие движения лучше делать. Здорово, если вы будете делать массаж не сами себе, а кто-то из ваших родственников, друзей, близких вам поможет. Но если такой возможности нет, в принципе, можно справиться и самостоятельно. Не очень удобно в некоторых моментах, но справиться можно. Итак, давайте начинать. Начнем мы с ручного массажа. Значит, первое что? Расположение конечности. Ваша рука должна лежать на какой-то плоскости достаточно высоко. Совсем задирать ее не надо, где-то, примерно вот так. Вы должны располагаться к руке, как бы полубоком. Она должна лежать у вас по диагонали. Какие мышцы мы массируем и до каких мышц мы можем дотянуться? Разумеется, мы массируем дельтовидную мышцу, ту мышцу, которая накрывает наше плечо. Мы массируем трапециевидную мышцу, которая идет от затылка и крепится в области плеча. Мы также не забываем, коль уж мы делаем массаж, массировать места прикрепления грудной мышцы, потому что спазмированная зажатая грудная мышца приводит руку, ограничивает движение в плечевом суставе. В принципе, мы можем дотянуться, давайте я чуть-чуть спиной повернусь к вам, мы можем дотянуться своей рукой до надосной мышцы. Ее найти очень просто, она находится почти что под трапециевидной. Вот вы можете нащупать ось лопатки, прям косточку такую, над ней находится надосная мышца, над остью лопатки. А под этой косточкой находится подосная мышца. Ее тоже нужно массировать. Конечно, до большой и малой круглой мышцы добраться самостоятельно крайне сложно. Но вот этот мышечный конгломерат можно промассировать, туда можно дотянуться. Итак, мы начинаем с дельтовидной мышцы. Смотрите, любые движения, которые у вас получается сделать, разминающего плана, будут тонизировать мышцу. Давайте я подниму футболку, чтобы вам было видно. Вот она, дельтовидная мышца. Вот она. Вот она здесь начинается, и вот здесь она у нас заканчивается. Вот здесь ее место прикрепления. Поэтому помять прям в охапку берем дельтовидную мышцу и начинаем ее разминать. У меня, друзья, на канале есть видео по массажу руки. Вы можете посмотреть массаж руки в полном объеме, но здесь мы рассматриваем такой
тренирующий подготовительный массаж, чтобы чуть-чуть стонизировать мышцу, чтобы плечо не так сильно отвисало. Итак, мы можем помять мышцу всей рукой. Мы можем поработать отдельно пальцами, то есть втыкаете пальцы в мышцу и начинаете ими делать круговые движения в одну, в другую сторону. Перенесли пальцы чуть в другую область, опять покрутили. Перенесли, опять покрутили. Перенесли и покрутили. Имейте в виду, дельтовидная мышца как бы накрывает наш плечевой сустав как бы полукольцом сзади, спереди она идет. Вот так. Поэтому как бы мы прорабатываем и переднюю часть дельтовидной мышцы, и среднюю часть дельтовидной мышцы, и заднюю часть дельтовидной мышцы. Как хорошо можно еще стонизировать мышцу? По ней можно так легко, но хлестко постучать. То есть вот такими короткими движениями вы можете по ней постучать. Можете постучать быстрее. Что дает массаж? Вот эти постукивания, они заставляют мышцу сокращаться. Это раздражение. Она сокращается, и она подтягивает плечевой сустав. Помимо всего прочего, вот у меня уже я чуть-чуть постучал, покраснело плечо. Вот эти хлесткие удары, они не принесут вам никаких синяков, но они создадут приток крови к мышце. А кровь – это все. Это принос полезных веществ, это питание для наших нервов, которыми иннервируется эта мышца и так далее. Поэтому приток крови очень важен. Вообще основа массажа – это улучшение кровотока. Итак, дельтовидную мышцу мы проработали. Далее, ну уж простите, я раздеваться не буду. Оставляем руку в этом положении и переходим на трапециевидную мышцу. То есть здесь, смотрите, я не рекомендую прорабатывать места прикрепления ее у затылка, конечно, потому что там места выхода нервов, поэтому нежелательно наковыряйте что-нибудь нехорошее себе. Поэтому мы отрабатываем только середину вот от шеи и к плечу. Ее также в охапку взяли, поподнимали. Прям ее надо оторвать от кости, приподнять, поприподнимали ее, пробрались сюда. Прям берем, чтобы она в руку у вас уходила. Приподнимаем чуть-чуть. Вот таким образом. Походили вверх-вниз, потом пальчики поставили так же, как на дельтовидной мышце, и покрутили эту мышцу. Дельту крутить проще, она массивней. Трапецию посложнее, но тоже можно. Далее мы прям в этой же области переходим на надосную мышцу. Чуть-чуть смещаем, давайте опять же спиной. Чуть-чуть, так, наверное, да? Да, вот так. То есть трапециевидная мышца у нас здесь. Чуть-чуть смещаем пальцы к ости лопатки, и прямо над остью лопатки у нас лежит надосная мышца. Надосная мышца, друзья, она плоская, поэтому ее захватить всей рукой не получится. Поэтому здесь мы ее прорабатываем точечно пальцами. Она у нас лежит вот так, идет к плечевому суставу. Поэтому чем дальше от позвоночника, и пошли ее проминать. Промяли, опять промяли, и вот таким вот покрутили. Можно просто пальцами поездить туда-сюда, покатать ее. Любое воздействие на мышцу будет полезно. Далее опускаемся за ось лопатки. И здесь у нас уже подосная мышца. Она крепится также практически от позвоночника и накрывает всю лопатку. Вот здесь ее покрутить, пощипать, постучать, может быть. Это тоже мышца плоская, друзья. Плоская мышца, плоские мышцы у нас оторвать от костного ложа, вот как разгибатели, допустим, предплечья, их невозможно. Их можно, наоборот, только придавить и уже промассировать в таком прижатом состоянии. Далее.
аппаратный массаж. Ну, в данном случае у меня уже были видео. Это самое оптимальное, это массажный пистолет или же перкуссор, как их называют. Если мы хотим стонизировать мышцу, придать ей тонус, то мы работаем на большой максимальной скорости. Положили руку, взяли пистолет, запустили быструю скорость и просто ходим по мышце. Смотрите, друзья, кости массажным пистолетом массировать не получится и нельзя. Он будет отпрыгивать сразу. Вот, видите, он попадает у меня на кости, подпрыгивать начинает. Это больно, и не надо так делать. То есть массируется только мышцы. Смотрите, помимо всего прочего, ну, во-первых, по ощущениям. Когда вы работаете перкуссором на большой скорости, у вас через какое-то время появится зуд под кожей, прям под мышцами, как будто, я не знаю, муравьи там. Это не страшно, это нормально. Поэтому этого ощущения не боимся, не пугаемся. Далее, в принципе, можно чередовать медленную скорость и быструю скорость, но так как мы тонизируем мышцу, все-таки если смотреть в пропорции, то где-то 2/3 процедуры у вас идет на большой скорости и 1/3 на медленной. Что я имею в виду? Допустим, включили медленную скорость просто в плане мягкой разминки мышцы. Опять же, если она у вас спазмирована, то медленная вибрация расслабит мышцу. Расслабит мышцу, создаст небольшой приток крови к мышце. Промассировали мышцу, поерзали ей перкуссором от места прикрепления к месту прикрепления. Далее переходим на сразу большую скорость. И вот уже на большой скорости время массажа у вас должно в 2 раза превышать разминающий массаж на медленной скорости. После чего, когда вы промассировали на большой скорости мышцу, можно опять же скинуться на медленную скорость и как бы закончить процедуру массажа таким небольшим снятием тонуса, чтобы оно не перешло в спазм. Далее, друзья мои, мышцу трапециевидную, надосную, подосную. Здесь по такому же принципу мы массируем на большой скорости, положили и поерзали вверх-вниз, пошли в сторону. Здесь можно сразу накрывать и надосную, и трапециевидную. Подвигались в сторону ости лопатки. Далее можно промассировать под остью лопатки уже подосную мышцу, положить перкуссор. И вот такими движениями, ручки у них, как правило, длинные, здесь проще, чем рукой. Потому что когда вы массируете рукой, и так устают пальцы. А тут вам еще надо изогнуться в совершенно таком необычном положении. Вдвойне будете уставать. Друзья, что касается ограничений, то есть любая процедура медицинская имеет показания и имеет противопоказания. Конечно же, приступая вот особенно к аппаратному массажу, высокочастотной вибрации, конечно же, надо проконсультироваться с врачом. Надо понимать, нет ли у вас каких-то тромбов в сосудах шеи, допустим, понимаете? Это небезопасно, поэтому либо провериться, либо посмотреть записи, там, проконсультироваться с врачом. Теперь, друзья мои, по времени процедуры. Значит, ручной массаж. Дельтовидная, трапециевидная, надосная, подосные мышцы. У вас должен занимать в среднем минут 10. Аппаратный массаж, работа с перкуссором, здесь поменьше.
5-7 минут. Прям вот до синяков и до боли, до отсроченной боли, там по полчаса массировать руку, вот именно область плеча не нужно. Абсолютно не нужно. У вас будут болеть мышцы, у вас могут появиться синяки, если вы перестараетесь, и вам придется откладывать следующую процедуру. Не надо. Наращивайте время постепенно, но максимум это 10 минут ручного массажа и 5, максимум 7 минут аппаратного массажа. После проведения массажа, когда вы прогрели руку, когда вы подготовили все, можно и даже нужно, во-первых, понятно, что поподнимать плечи. Приток крови к мышце дает ее лучшую иннервацию, и вот здесь амплитуды движений у вас будут выше. Желательно, если совсем движений в руке нету, то взять палочку и проработать, сделать упражнения с палочкой. Видео на канале по комплексу упражнений с палочкой то уже есть. Достаточно давно я его делал, но он актуален по сей день. Попросить кого-то из родственников сделать активно-пассивные движения рукой. Прям сидя можно поработать. Или лежа, допустим. Помимо всего прочего, если нет у вас движений активных, помочь некому, все, берите свою руку под локоть и 2 плеча поднимайте, прорабатывайте руку. Вот таким образом. Возьмите руку аккуратно за запястье, прижмите ее, подтяните ее вверх и попробуйте поподнимать руку. Положите руку на руку, попробуйте поподнимать. Попробуйте поотводить руку в сторону. То есть вот эти мы в следующих видео будем разбирать эти упражнения, но вот хотя бы то, что я показал, это после массажа очень желательно проделать. Вот, друзья, кратко, сжато, но я надеюсь, понятно то, что я хотел сказать по массажу. Пробуйте, процедура нужная и в комплексе всех мероприятий позволит вам убрать это отвисшее плечо и завести движение в плечевом суставе. Всегда комплекс мероприятий реабилитационных лучше, чем какая-то одна отдельная процедура. Поэтому мы рассматриваем все. Друзья, на сегодня это все. Напоминаю про подписку в Телеграме. Напоминаю про то, что мы помимо Москвы работаем в Санкт-Петербурге, выезжаем в Санкт-Петербурге к пациентам на дом. Я приезжаю к пациентам в Петербурге. Ну и на сегодня, друзья мои, наверное, это все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео на следующей неделе. Всего вам доброго, друзья, и будьте здоровы!